Уже идем за ништяками или еще пока нет? О, ребята, смотрите. Вы тоже это видите? Маленький. Ну, честно говоря, вот ты говоришь, вот думал, что он больше будет, а я думал, что он меньше будет. Он огромен просто. Это жесть. Ребята, Дима купил нам двигатель новый. АИ-25. Что делать с ним будем, а? Давайте решайте, пишите в комментах. Да. Потому что тут наши полномочия все закончились. Да, состояние хорошее. Пока как бы это, он, у него, смотри, как крутится. Ой, оно там все шелестит у него. Ну, как бы от руки нормально, я не чувствую, что там какие-то эти. А ну да, я тоже туда запущу. Смотрите, как лопатки шевелятся. Ну это так и должно быть. Да, вот это Смотри, вот же. смотрим проблемы. Здесь какие-то вот не хватает какой-то. Давай посмотрим. Датчика. Это на свечу похоже. Это свеча должна быть. Да? Да. Вот не знаю, что вот это такое. А чё? Это вот оно вон туда, вот так, Ага. по идее, должно. И закручиваешь. А там свеча должна быть. Ага. А ее нету. А ее нету, да. Ну, свечу да, попросим. здесь. А у меня есть, по-моему. Тут же стартер должен быть. Все что-то вот ставится. Что за дырка? Что-то ставится. Может, посмотрим. это запуск воздушный? А, нет, запуск вот где-то здесь. Вот здесь сюда что-то ставится. Тут лючки должны быть для просмотра турбины. Может, это лючок тупо. Может, это. Может, это. Нагар. Слышишь что? Ну вот, глянь, вот поднимать его. Вот же ж, Ага. вот же ж есть за что. А, Он 350 где-то килограмм. вот смотри, вот сюда. С родным, блин, нагаром. Ага. Так, давай я сейчас обойду. Да. Что он такой уже как бы, ну, не маленький. Яросом прям пахнет. Приходится обходить его. Не просто, не переступить. Фух, ну это просто монстр. Ну вроде есть здесь все. Ну здесь какие-то датчики самое- стоят, здесь какие-то датчики, а это температура на выход, на воздух. Ну, я думаю, то мы как-нибудь разберемся. Уж датчики температуры можно найти, подобрать. Вот смотри, сапуны какие-то вот непонятные, вот эти, видишь? Вот что это такое, вот какой-то выход. Это сброс чего-то. Да, и вот там турбина, вон она. А ну-ка. Я кручу и слышь, прям через все это крутится этот. Давай сейчас наболтать. Прям Ни хрена керосин. не видно. Керосином пахнет. Там черная сажа, оно все это. Пакетиками замотали контакты, видишь? Смотри, Игорь, хорошо не по этому его, не по-зверски повыдергивали, да? А так бы более-менее это. Ну, Аккуратно. качественно. Можно сказать, двигатель с хранением. Ну видишь, ну как бы нету ничего ржавого, то есть состояние нормальной Всё, блоки в зажигания, пакетах. насколько понимаю, да? Не вскрывать. Да, ну если вот, да, идет к свече, да, это блок зажигания. А свечу это попрошу этому, наберем, скажу. Здесь одна что ли свеча? Или несколько? А вот, не, по вот здесь на идее- месте свеча, вот По она. идее несколько должно быть. Вот, да, вот здесь стоит свеча на месте. Так, смотрим дальше. Это у нас радиатор, наверное, смеситель, да? Это Не знаешь? Не знаю. Ну тут что-то штука есть, Это которая маслобак, охлаждает да. масло. Это вот она есть, вот, вот с этим Вот маслобаком. это всегда. маслобак, а это, наверное, охладитель масла. Потому что масло ж, по идее, очень быстро нагревается. Вот здесь. у него вот этот маслобак. Да, маслобак небольшой. Там на 10 литров, по-моему. Так, сейчас скажу, что еще к нему будет. Подожди, давай посмотрим, есть ли стартер здесь. Стартер есть у меня отдельно лежит. Воздушный. Не, воздушный не знаю. А, вот здесь будет этот маслонасос есть у меня, да? А воздушный стартер, я даже не знаю, куда он засовывается. Куда все это? Ну, идет? по идее, если здесь есть все, ничего не отключено, вот это что такое? Сейчас мы Ну, включим. завтра его фонарик. поднимем. Как ты думаешь? Как мне? Я в ахере просто. Ну, вроде не убитый прям, да, чтобы так. Все крутится. Не, я думаю, он как раз таки очень даже в хорошем состоянии. Вот он, да? Друзья, всем привет! Ой, пришла машина с подарками от моего друга Дмитрия. Ребята, ну смотрите, что здесь. В общем-то, она должна была давно прийти, все эти штуковины. Но машину арестовали в пути.
Забрали в ФСБ. Я еще чуть позже расскажу про эту историю. Ну вот все-таки доехало оно. Сейчас будем потихонечку разгружать. А потом смотреть, анализировать, что здесь и как. Вот еще видите что. И вот ключевые такие вещи. Вообще офигеть сколько всего. Сейчас потихонечку подразгрузим. Это двигатель, короче, от Як-40. Знаете такой самолет? Это пассажирский. Як-40 или Л-39 еще. Да-да-да. Учебно-боевой. Можно даже боевой самолет создать. Да, это чтобы это пускач. Конфисковано. Запуск производить. Поднимается? Не-не, я серьезно говорю, 30-50 килограмм. Ну посмотри, попробуй. Так, это мы чуть-чуть попозже, друзья, сделаем обзорчик. А вот это будет тележка, куда мы поставим движок, где мы его будем испытывать, настраивать, пробовать. Сейчас мы ее сразу вот прям сюда и сразу в гараж будем закатывать. Все нормас? Нормас. Все, боеголовку будем выгружать. Ага, нормально. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно в этом месте. А вы говорите, не продавит. Ну, может быть, ну неважно. Чем-то продавлено уже. Ну, примерно да, это жесткая штука. Где труп-то? Ага. Блин, надо сейчас я что-нибудь пенопласт твердый возьму, он может сыграет, а может и нет. Все, родненький дома, как же долго я тебя ждал. Что делать только теперь с тобой? Вот вопрос какой. С красавцем. Подымали на кевларовых нитках. Очень было стрёмно смотреть на это, потому что они тоненькие по сравнению со стропами манипулятора. Но выдержали. С честью. Каждая такая нитка 750 килограмм. Что дальше делать? Что, дядя? Дядя, что делать? Радоваться пока? Ты знаешь, это радостью даже не назвать. Это просто какая-то сказка. Ну что ж, друзья, давайте теперь рассмотрим все это добро повнимательней. Это пусковой турбореактивный двигатель, который нужен для запуска того большого. Называется он АИ-9. Иногда встречается комплектация с генератором, но здесь просто электростартер. Штука очень крутая, штука ресурсная. Кстати, на нее есть формуляр, паспорт. И это на самом деле очень и очень хорошо. Осталось примерно 2500 циклов запуска. То есть 500 израсходовано из 3000, а 2500 есть. Такой вещи на канале у меня еще не было. Она вырабатывает воздух. То есть это по сути большой компрессор. Потому что большой двигатель АИ-25, он раскручивается за счет воздуха. С этого патрубка берется давление. Здесь 3 бара и полкилограмма в секунду. То есть 400 литров воздуха в секунду он вырабатывает. Естественно, по этому двигателю будет полноценный обзор. Запуск. Я хочу сделать стенд с него. Воздушный, ну, то есть использовать по назначению. Ну и опять же, сделаю универсальный стенд, чтобы не только АИ-25 запускать, а еще какие-то другие двигатели и использовать в других целях. Это вот все раскидано, Дима мне подарил остатки от своего ГТД-350. Я как-то уже показывал на канале в серии «Тайные лаборатории». Так вот это с тайной лаборатории приехало с того дня, когда мы разбирали.
Здесь довольно-таки цельные детали, ничего здесь не загажено песком, как в моем случае. Но в моем случае, по-моему, движочек с большим ресурсом оставался, потому что здесь вот уже куча трещин на различных деталях горячей части. А на моем движке никаких трещин не было. Это компрессор в сборе. Также есть турбина, вот здесь она запакована. Вот она какая. Ну, состояние, в принципе, нормально, нигде не подгоревшее. Плохое состояние на сопловом аппарате, но тоже не критически. Он может работать. Заварю пару трещин. Вылетать там нечему, все-таки то не вращающаяся деталь. А здесь все отлично. Ну, видно, кое-где был перегрев лопаток. Немножко так вспузыренный металл. А так все нормально. Идем дальше. Здесь штаны R2-D2. Камера сгорания. Внутри она находится. Это, опять же, очень ценная вещь. Она стыкуется с сопловым аппаратом, и можно делать какие-то самоделки. Как раз таки вот и смогу я реализовать свои мечты. Переделать GTD 350 в что-то самодельное. Ну, либо какие-то узлы буду делать для подключения генераторов различных, воздуходувок. В общем, всего самого интересного, что придет в голову. Свой GTD 350 я переоборудовать не буду, хоть и есть много деталей. С ним я, в общем-то, закончил, с самим двигателем. А здесь можно поиграться. Смотрите, сколько запчастей. Все есть. Трубки различные. Трубки, оставшиеся с моего экземпляра, я уже все использовал. Поэтому новая партия будет очень кстати. Здесь вот еще лишние детали. Кстати, друзья, я вам обязательно покажу, что же в конце концов сделает Дима с тем GTD 350. Что получится. Вот. Ну а в этом ящике остатки от того двигателя, опять же. Видите, куча подшипников высокооборотистых, куча шестеренок очень классных, качественных. Ну и все остальные агрегаты, вплоть до того, что есть даже топливонасосный агрегат. Вот он лежит в сборе. Я практически уверен в этом, что целый, невредимый и можно использовать. Далее. Вот такая вот неведомая вещь. Написано ТНС 30 КВА. 30 киловатт. Ну, КВА и киловатты вещи разные, как я понимаю, немножко. Но, тем не менее, эти цифры близко ходят друг к другу. Что это такое? Я вот думаю, это бесперебойный источник питания. Ну, что-то у меня закрадываются уже сомнения на этот счет. Надо открутить, посмотреть, есть ли там место, куда ставить батареечки. По-моему, что-то другое это. Может быть, это какой-то стабилизатор? Так, смотрим. Что там у нас внутри? Ох, ничего себе! Это что такое вообще? Вообще какая-то противозаконная фигня. Кстати, насчет противозаконности больших двигателей мы еще поговорим чуть позже. Здесь у нас 3 трансформатора. Да, что-то чувство такое, что это стабилизатор трехфазный. Блин, ну 30 киловатт это очень жесткая вещь. Можно ее соединить с тем генератором, который Дима уже дарил ранее. И все это в комплексе будет работать. Вот, осталось только действительно какой-то бесперебойник, чтобы запасать можно было энергию, раздобыть. И тогда вообще все проблемы с плохим освещением и с отключением после 9 или 11 летом будут решены. Вот это, конечно, штука лютейшая. То есть, когда у нас просаживается одна фаза, по идее, вот эта вещь должна выручать. 1-2 фазы. Здесь вот все это дело вот на щетках ходит, контакты. Обалдеть, вот эта вещь. Прям нереально серьезная какая-то. У Димы, в общем, ребят, я увидел вещи такие, которые нигде и никогда не видел. Особенно бесперебойники те гигантские и прочую разную аппаратуру мощнейшую. Ну, трудно где-то такое увидеть, я вам честно скажу.
как у Димы в тайных лабораториях. Текс, ну что ж, идем к вишенке на тортик, к обзорчику приданного для огромного двигателя АИ-25. Это у нас воздушный стартер, тоже, кстати, лютейшая вещь. Люди за ними то ли гоняются, то ли что, я не знаю. Но очень трудно найти такую в свободной продаже, хотя к каждому двигателю, по сути, она прилагается. Там есть турбинка, вон она, видите? Воздушная. Получается, этот стартер запитывается от ВСУ АИ-9 и раскручивается. Он раскручивается от воздуха. Воздух подается вот сюда. И на выходе мы имеем вращающийся вал, который подключается к большому маршевому двигателю. Штука вырабатывает 30 лошадей. Опять какие-то шокирующие цифры, не правда ли? То есть получается вот эта вещь на 20 киловатт. Ну, здесь обороты очень большие, опять же. Поэтому удается скомпоновать в столь малый размер такую приличную мощь. Еще из приданного Дима позаботился и откопал, практически, как мне кажется, все приблуды к нему. Здесь у нас есть панель автоматического запуска для АИ-9. Панель автоматического запуска для АИ-25. Выглядят они как-то примерно одинаково, но называются по-разному. Есть несколько приборов первоочередной необходимости. Это у нас датчик оборотов. Там есть места, куда это все прикручивается. Есть... вот обороты. Есть то, к чему он прикручивается, чтобы показывало обороты. Далее... Приборчик, измеряющий температуры до 1000 градусов. Это не помню что. Какой-то клапан воздушный. Далее. Что вот это тоже не знаю. Странная вещь. Как транзистор советский. Комбинированный прибор, который разное давление показывает. И что? И температуру. Одно давление и 2 температуры. Еще один термометр. И еще один датчик оборотов. Да, вот получается 2 оборотов, есть куча температур. Вот это что такое, я понятия не имею. Надо гуглить, вкл-выкл, что-то непонятное. Кнопка какая-то и приборище. Непонятно, что это такое, впервые вижу. И есть еще вот такая штука, которую тоже впервые вижу и не пойму, что это такое. Ну, видно, очень нужная вещь. Там, что по ходу пьесы выяснится, чего не хватает, надо будет либо добирать, либо как-то колхозить что-то свое. Не хотелось бы туда колхозить, честно говоря. Ну и вот оно, вишенка на торте. Все те приборы, практически все, включая маленький реактивный двигатель ВСУ, нужны, чтобы запускать вот этого огромного монстра. Тяга у него под 1,5 тонны. И надо еще придумать, куда его использовать. Дима, конечно, шокировал так, что я не знаю. Я не знаю, ребят, как это все описать. Смотрите, вон Хаммер стоит, маленький движок на 18 кг тяги. И вот стоит на 1500 кг тяги. Кстати, у того соотношение веса к тяге около 10, а у этого около 5. Что тоже неплохо для таких больших движков. У них бывает похуже этот результат. Он довольно-таки совершенный. С огромным просто нереальным ресурсом. У него ресурс под 18 тысяч часов. Это можете даже в годах непрерывной работы посчитать сколько. Я очень сильно надеюсь, что удастся его куда-нибудь подключить. И использовать весь потенциал. Может, на машину какую-нибудь поставить? Ну, не самолет же делать с него. Как думаете? В общем, буду, друзья, в комментариях смотреть ваши предложения. Надеюсь, коптер из таких построить не будете предлагать. Или ранец. Ну и как всегда бывает с такими вещами, не обошлось без интересных историй. В общем, первый раз, когда Дима мне его отправил, движок забрали в ФСБ. Хлопнули на посту перевозчика. Он сказал, что везет двигатель с военной части.
Представляете, зачем вообще он это сказал? Ну, сделал и сделал. В итоге забрали в ФСБ, долго его там мариновали, наверное, 3 недели. Но потом все-таки Дима его забрал и отправил уже со своим человеком. Все, так что этот движок уже даже в ФСБ побывал, очистил там все свои чакры. То есть второй раз забирать его туда уже, я так понимаю, смысла не будет, если у кого-то возникнут такие мысли. Так что такие дела, друзья. У него есть серийный номер, все дела. Дима говорит, что мы ничего плохого не делаем, я с ним полностью согласен. Мы делаем только хорошее и интересное. В общем, короче, не вытерпели, как всегда. Решили стартовать его. Куда ты его покатил? Сюда. Да нормально стоит, да? Сюда? Ну давай, ладно. Я тут уже успел заправщиком масла побывать 80-го левела. Я его, главное, туда заливаю, а оно тут же выливается. Не было затычки никакой. Возможно, здесь трубка должна быть. Были остатки пластмассовой пломбы. Ну, я ее вытащил и вставил свое. Вот такое вот заваренное. Ладно, будем стартовать, друзья. Для старта у нас все уже есть. Во-первых, это вот это. Для раскрутки внутреннего ротора. Вы на этот не смотрите, на внешний контур. Двигатель двухступенчатый. И надо смотреть, как раскручивается внутри. Там как бы внутри движочек немножко поменьше. Который с камерой сгорания уже со всеми остальными делами. Ну, долго объяснять. Надо, в общем, брать, заправлять маслице. Заправляю качественное авиационное маслице. Вроде бы нигде не течет пока больше. Много не буду заправлять, ибо, мало ли, есть вот свободные штуцера, могут опять быть протечки. Уже так чуть-чуть попробовать. Главное, чтоб не брызнуло оно куда-нибудь в сторону. Короче, это. Самое главное, это что? Вот наш баллон, как всегда мы с газа начинаем. Надо на новый поменять. А вот стартовый комплекс. Батареечка, кнопочка и вот здесь трубка для подачи топлива, здесь искра. Все. Масло плюс. И этого достаточно уже, чтобы попробовать. Ну и вот это, кстати, вот еще нужно. Смотрите. Что творится? Дядя, что ты делаешь? Дядя, что происходит? Все готово. Так, заправляем. Нельзя бросать. Вообще нельзя бросать. Вот как есть, так и надо держать. Так, ну что ж, Олег прошел инструктаж. Дверку мы, наверное, чуть-чуть приоткроем. Ну что, ты это самое готов? Готов. А ну бросай. Не зажигается что-то. Вот здесь газом запахло. Да? Не продуваешь, что ли? Оно там с чем-то закоротило, в общем. Потому, видно, и не было. Сейчас все будет, да? Ну, я думаю, да. Обещаешь, дядя? Не обещаю, но думаю, будет. Давай, крути. О! Пошло! Крути! Выключай! Ну так-то работает вроде. Ах. Ох уж этот запах. Вкусным запахло. Ох.
Ну, вот такие первые запуски. Я просто обязан был вам это показать. В общем, ребят, у меня на этом все. Если вам интересно посмотреть продолжение, увидеть, что будет дальше, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Дима, спасибо за подарки. Твой вклад в развитие турбореактивной тяги на моем канале просто бесценен. Это без малейшего преувеличения, это факт. Спасибо большое.